Федора дисквалифицируем. В заявке, ну точнее, он получил 618 номер, но на старт вышел с 628. Андрею Калиберду мы благодарим за участие. Редкий случай, когда Калиберды не будет в топ-4. Да, такое тоже случается. Мы сами не верим. Что, четырехкратный победитель наших этапов Артем Юдин прекращает борьбу на стадии топ-16. Так вот тоже бывает. Парный дрифт, на мой взгляд, не получился. Это RX-7 такая быстрая. Что произошло? С новым дрифтом, дорогие друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать в 105-й сезон онлайн-чемпионата по дрифту. Продолжается, ну точнее заканчивается. У нас сегодня 4-й финальный этап, но тем не менее. CarX Drift Racing 2, мобильная версия. Давайте посмотрим на судейское задание. Это важно. 3 сектора, казалось бы, всего лишь навсего. 2 перекладки. Я хочу порекомендовать вам первую в своем роде мобильную онлайн-ролеплей-игру с собственным движком One State. Игра сможет погрузить тебя в настоящий мир Лос-Анджелеса, где тебя ждет атмосфера как богатых районов Америки, так и криминального гетто. Только представь, сотни таких же, как и ты, игроков на одном сервере ищут свой путь и способ преуспеть. Ведь здесь, как и в реальной жизни, ты сам себе хозяин. Устройся на работу дальнобойщика или таксиста, накопи на первую машину, а потом наводи суету, катаясь с друзьями по району. Или становись полицейским, чтобы ловить преступников, устраивать погони за нарушителями, обеспечивая закон и порядок. Все это прямо в твоем телефоне или планшете. В этой игре используются последние фичи мобильной разработки, новейшие технологии. Есть уникальная для мобильных игр система освещения и реалистичная подвижность игровых моделей. Игра поддерживается как на iOS, так и на Android, а это значит, что можно играть хоть с телефона, хоть с планшета. Еще в игре очень гибкие настройки графики, которые позволяют комфортно играть на любом девайсе. Игра бесплатная, и здесь нет никакой надоедливой рекламы. А точнее, рекламы здесь вообще нет. Лично я очень рекомендую заценить эту игрушку. Ну что, ты уже скачиваешь игру? Еще нет? Тогда переходи по ссылке в описании и скачивай. Будем играть вместе. Только не забудь ввести мой промокод, чтобы получить бонусы на старте. Все. Ребята, давайте переходить к спортивной части. Обладатель 13-го места в квалификации Эрлан Сивцев из Якутска, либо Андрей Федирко, по всей видимости, наверное, так, не стоит удаления. Ладно, так, продолжаем наблюдение. Андрей впереди, Эрлан его преследует. А, теперь синхронная перекладка. Очень хорошо, и поближе можно сюда подъехать, чуть там заузил траекторию Эрлан, но намного ближе, по-моему, чем в предыдущем заезде. Здесь отпускает перед перекладкой. Гадал практически момент. Эрлан первым проехал хорошо, вопросов у него нет. У Андрея корректировки постоянные, начиная с постановки. Подъедет, отъедет. Без всяких сомнений Эрлан дальше. Эрлан молодец, хороший заезд, вторым номером близко. Дальше будет топ-16, куда Эрлан Сивцев и проходит. Андрею наше поздравление с тем, что пробился топ-32. Мы продолжаем. У нас пилот из Харькова, который представился как Марк Уэйн. То соперника мы знаем хорошо. Неожиданно на 31-м месте всего лишь обосновался в квалификационном протоколе Матвей Трухтанов. Сама Марк на штике, на пятнашке, Матвей Трухтанов. Марк Уэйн теперь на позиции преследователя. Естественно, в этой самой роли перекладка, синхрон хорошо, чуть меньше угол. И уже так эффектно не выглядит, конечно, как во время предыдущего заезда, поскольку с углом пришлось пойти на некоторый небольшой, но все-таки компромисс. Ну и что, у нас следующая пара тогда. Александр Пономарев, 3-е место в квалификации, один из лидеров. И Мазер 8, пилот из Киева. Против него Федор Киртокефин. Постановка. И внутрь там Федор смещается. И перекладочка опять как-то пятнашка занимает более внутреннее положение. Там частично в ноу-гоу-зоне. RX8 тем временем достаточно стабильна. Последняя перекладка и финиш.
Федора дисквалифицируем. В заявке, ну точнее, он получил 618 номер, но на старт вышел с 628. Александра поздравим просто с тем, что он вот таким способом все-таки проходит в следующий раунд. Мы с вами наблюдаем следующие баталии, и на сцене появляются обладатели 8 и 9 места в квалификации. Федор Оссовер из Москвы и Артем Юдин из Киева. 18 и 19 лет этим парням. Оссовер, напомню, через байран прошел в топ-16, немножко повезло Федору, но вот теперь Юдин достал соперники. Юдин настроен решительно, очень агрессивная была постановка, но на сей раз без контакта обошлось. И они уже в дуге, Юдин как-то там небольшими движениями такими подъезжательно-отъезжательными догонял лидера, ставил несколько переклад, даже рановато, мне кажется, начал этот маневр. Ну, посмотрим, чем ответит Федор в роли преследователя, и после этого будем переходить к совещанию и выводам. Парень, который гвоздил что-то всех почти в одну калитку, несколько этапов. Ну, понятно, что там не каждый этап он выигрывал, но тем не менее, мы уже как привыкли, что на стадии на ранних... Ой-ой-ой, как хорошо! Как агрессивно Оскар ставится за Юдиным. Здесь тоже, смотрите, намного стабильный отрыв. Опять же, мне так кажется. Вот и на внутрянку не лезет, красиво едет. Что касается Юдина, к нему вопросов пока не особенно как-то просматривается. Мне очень понравилось. Он правильней и стабильней ехал вторым номером. Федор вторым был очень хорош. Я за него. Более цельный заезд получился у Федора. Что я за Федора. Четырехкратный победитель наших этапов Артем Юдин прекращает борьбу на стадии топ-16. Так вот тоже бывает. Погнали дальше. Марк Уэйн, второе место в квалификации. Харьков против Ивана Воронина из Санкт-Петербурга. По 20 лет парням. Второе и 18 место в квалификации. Что по автомобилям? GT-шка на GZ и E36 с LT4. Это почти Горковенко, значит. Да, по конфигу автомобиля. Там LT5 у Коли, но эту разномоторицу мы простим. Не хватает, смотрите-ка, американского мотора против GZ. Пожалуйста, вот Toyota Fuel Ликути. Пока, в общем, не справился Воронин, вот что я хочу сказать. И это уже даже немножко обескураживает, потому что мы как-то уже хотим на этой стадии, наверное, так все поближе. Нет? Ой! Что это такое было, а? И здесь, смотрите, как здорово. Главная стабильность. И этот Иван Воронин тоже позволяет со своей стороны. И рановато начал распрямляться. Зачем? Один ехал близко, другой не ехал. Марк, приветствуем в топ-8. Погнали дальше. Претенденты следующие. Третье место в квалификации занял Александр Пономарев из Киева. И 19-м в квалификации был Даниил Ярошенко из Сочи. 13 и 14 лет. Совсем юные участники. Уай, ну вот это было неплохо. Действительно, с чем-то начал отваливаться сразу после этого только Александр Пономарев. Ну, это что? Это стиль? Ну, ладно, будем смотреть. Дрон, конечно, как-то. Ну, вот то, что выглядело, конечно, дрона как совсем тестиль, в общем-то, тестилем, по сути дела, не было. И вот сейчас нужно выискивать ошибки. Пол колеса в ноу-гоу-зоне у Александра. RX8 мне очень понравился, как первым проехал, очень широко, с большим углом, везде давая возможность подъехать. Сильвия была менее первым номером, то есть тоже хорошо проезд, немножечко угол гулял в дуге. Решающий момент это был постановка. Александр Пономарев проходит топ-8. У нас стартует прямо сейчас и стартует она с дуэли Федора Оссовера с Андреем Калибердой, который продолжает свое шествие по сетке парных заездов, несмотря на некоторые осложнения и приключения в виде one-more-таймов. Так, и второй заезд. И Андрей Калиберда впереди, и Оссовер ставится. Да, постановка, кстати говоря, сверху такой уж прям странной не выглядит. Как это нам казалось. Он просто чуть раньше. И с большим углом преследует Калиберду Федор Оссовер. Это при том, что, кстати говоря, опять нету нажатия на тормоз. Я вот не увидел, по крайней мере, этой полосочки соответствующей. Но осталось очень тойкое ощущение, что
Экскалибер каким-то образом скорость все равно терял там в этом месте. То, что Андрей все-таки вот этот один угол нужный не набрал, это сыграло, вот два фактора сыграли важную роль. Федор у меня идет дальше. Да, я поддержу Сергея, да, действительно, Федор был лучше, стабильнее, прям на риске. Поэтому, да, я за Федора. И у нас есть победитель. Саш, ты солидарен с коллегами? Также за Федора, да. Федор Освер, студент-музыкант из Москвы, проходит в полуфинал номер 1. Ну что, Эрлан Сивцев и Александр Пархоменко. Следующая пара участников топ-8. Посмотрим на Александра Пархоменко в роли лидера и на Эрлана Сивцева, который будет его преследовать. RX-7 против S14. Так гласит протокол. Ну, в общем-то, фонари узнаваемые, хотя вот с такими крыльями не вижу. В России. Либо никогда, либо почти никогда. Небольшой контакт был у OZ3. Перекладка последняя. И финиш, собственно говоря. Эрлан был ближе, остановка ближе оказалась. В дуге он был ближе, стабильней, лучше, он выигрывает. Ровненький, красивый заезд вторым и хороший целостный заезд первым. Александр Пархоменко прощается с нами. Мы говорим спасибо, Саше, за участие. Так, ну что, у нас правая часть сетки. И у нас обладатели 2 и 10 места в квалификации. Это Марк Уэйн из Харькова и Сергей Бондарь. Так, ну что, поехали, второй Бондарь ставится, ну и Уэйн здесь не отстает. Перекладка транспортно. И угол добавляет, кстати говоря, но перед этой зоной не добавляют. А здесь прибрали немного угол, и перекладочка последняя. Там есть у Сергея проблемки, вот опять в дуге. Практически, наверное, уже заехал в новую зону. Мой голос за Марка, начиная с момента постановки, отработал весь заезд, несмотря на то, что Сергей в какой-то момент он начал уже по узкой траектории ехать, тем не менее он... А я также соглашусь с Сашей, постановка вторым шикарно, отрабатывал даже узкие траектории, Марк красавчик. Марк Уэйн, третий полуфиналист, Сергей Бондарь, авиадиспетчер из Якутска, наша благодарность. Воображение ограничено какими-то рамками, нужно выяснить, кто будет четвертым полуфиналистом. Претендентов по традиции двое, это Александр Пономарев и Илья Бережной из города Днепр. Научились у нас RX-8 строить наконец-то. О, вот, кстати, воиновская почти постановка, да, в исполнении Александра Пономарева. Ну, хорошо. Вот это прям очень круто. Да, и опять, ну не шелохнется просто пункт в RX-8. Как прилип, едь. Я за RX-8. Вторым номером, ну, очень круто дугу тачку. Просто круто. И, ну, и близко поставил. Хорошо траекторию держал. Здесь согласен абсолютно. Илья, большое спасибо за участие. И Александр Пономарев принимает наше поздравление. Пятнашка против Mazda RX-7. И кто-то из пилотов отправится в финал, кто-то будет биться за бронзу. Бронза — это тоже хорошо, это 15 тысяч рублей призовых. Но победа, конечно, в 2 раза тяжелее. Ничего себе, рванул со старта. Такое ощущение, что немножко Эрлан как-то пропустил момент, когда нужно было ускоряться, но тем не менее догоняет в дуге уже. И раз клипит зона, и скоро еще одна, и вслед за перекладкой. И всегда момент немножко тревожный. Ну ладно, это только половина кита. Так, ладно. Ой, смотри, как отстал. И здесь тоже, кстати говоря. Что это они как сговорились прям? Да нет, ну, Mazda ближе была. Здесь надо подбежать поближе Федору, иначе все, иначе будет все закончено. Тут уже и дрон не нужен, получается. Ну, да, и тут как-то Костелева. А что это? Парный дрифт, на мой взгляд, не получился. Поддерживаю Сашу целиком и полностью, да, Нурлан был хорош. Как первым, так и вторым. Вторым такая странная постановка, начало постановки, но попадает в базу, действительно, и потом едет в том же углу. Так что я за Нурланом. Марк Уэйн из Харькова и Александр Пономарев из Киева. Именно в таком порядке они в первом заезде на трассе и появятся.
Тут перед нами будущие лидеры следующих своих заездов. Ну и давайте посмотрим, чем закончится противостояние. Вот этот стиль, с которым ничего ровным счетом Пономарев не делает, может ему аукнуться, конечно. Очень хорош, очень быстр Марк здесь, слов нет. И смотрите-ка, даже с меньшим углом не удается приблизиться Александру Пономареву. Только здесь он после последней перекладки оказывается немного ближе, чем это мы наблюдали в течение всей этой длиннющей дуги, усеянной клиппинг-зоны. И было не густо. Да, ну здесь намного более агрессивно действует Марк. Александр здесь не то чтобы отрывается, отпускает перекладку, снова подъезжает с контактами, правда, не без этого, чего говорить, и последняя перекладка тоже синхронно добирает после нее. Вторым номером Марк, конечно, вообще красавчик, очень здорово проехал. Но потом на перекладку он сделал синхронную, опять подъехал и был ближе с хорошим углом. Я за Марк. Контакт на постановке, но я, честно говоря, ничего там... По вине лидера. Марк молодец, отработал все. Судьи приободрились. Два батла. Александр Пономарев, Киев, и Федор Освер, Москва. Федор второй раз в этом сезоне пытается завоевать бронзу. Вскарабкаться на третью ступень не стало почета. Спасибо, Денис. Да, и они погнали. Пономарев впереди. Далековато. Да, далековато. Освер перекладывается синхронно и услышал тебя. Смотри-ка. Федор подъезжает поближе, достаточно стабильно. Кстати, едут оба. Хотя, опять-таки, да, есть ощущение, что можно было бы и поближе этим всем заниматься. Очень интересно. Бывает, что просто на денег жизнь нету. в сущности. Так, Молодец. ой, Молодец. надо не отпускать. Такая перекладочка хорошая. Это просто прогнозирована была история. И Все, близко по душе. Оскара. Что? Студент-музыкант из Москвы. Все. Спел ли он свою лебединую? Александр, как мы сейчас даже видели с дрона, первым проехал хорошо. Федор чуть дальше поставился, как вы отметили. И всю трассу, в принципе, он был поближе. А у Федора есть также еще ошибочка первым. После перекладки, перед спуском вниз, он угол сначала маленький поставил, переложил свой маленький угол, а потом только его добирал. Поэтому я отдаю свой голос за Александра. Я тоже за Александра. В общем-то, Федору не хватило. Федор Освер у нас Четвертый. Второй раз подряд. Александра Пономарева поздравляем с третьим местом и начинаем наблюдать финал. Да, Марк Уэйн, Харьков против Эрлана Сивцева из Якутска. GT86, RX, ни одной Сильвии в финале. Могли ли мы представить себе нечто подобное? Нет, конечно, ничего подобного представить мы себе не могли. Ну что, Эрлану самое время включать свою скорость, которая позволила ему пробиться в этот самый финал. И скорость действительно включается, и он близко к Марку. И сейчас будет последняя перекладка. И есть такое дело, надо сейчас, конечно. Давайте второй заезд. Эрлан Сивцев впереди. Будет Марк Уэйн, его станет преследовать. А вот и эта конфигурация агрессивно там шикарно исполнял. Сивцев, да, перекладка хороша. Из разных уголков России доносятся до нас ухи наших судей. Аппарат междометия еще ближе, похоже, да, чем в предыдущем заезде. Последняя перекладка. И что остается, только не отпускать газ, что Марк блестяще и исполняет. И здесь, конечно, постановка просто шикарная. Шикарно. Тот же угол. Чуть-чуть, может быть, потерял. Но здесь синхронная перекладочка. Подъезд грамотный. В нужной позиции. Угол максимально приближен к лидеру. Вот здесь вот прям тень. На финал прям оба участника показали уровень отличный. Но я отдаю свой голос за GT-шку. Но на финале нельзя допускать ни одной ошибки. Нужно прям ехать и первым идеально, и вторым. И за ошибку лидера на постановке я ему победу не готов отдать. Я бы еще на это посмотрел. Я за Марк.
Мне кажется, финальный заезд как минимум удался, и мы действительно увидели борьбу на риске. Поздравляем! Это первое место, это победа, это 30 тысяч призовых рублей. Эрлана Сивцева мы, естественно, поздравляем тоже. Да, финал для кого-то оказывается чуть с горчинкой, но я надеюсь, что на 15 тысяч рублей можно купить достаточно вкусностей, чтобы эту горчинку устранить. Ну и, конечно, Александру Пономареву наше поздравление. Это бронза, это еще 15 тысяч. Федор Осфер второй раз в топ-4. Я уверен, это только начало, и мы еще обязательно этого пилота увидим, услышим, с ним встретимся. Ну что, друзья мои, сезон на этом подошел к концу. Итоги подведены.